Тырым, 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 тырым. Приветствую всех! Снова на канале лепки всяких прикольных штук и не очень прикольных штук. Леплю я в основном динозавров, но бывают и другие фигурочки, я тоже леплю. Вот, например, сегодня у меня Акулыч получился. Не тот Акулыч, что с фильма «Челюсти», хотя, черт побери, это идея, кстати. Я уже представлял себе эту диорамку. Ну да ладно, я надеюсь, в будущем она будет. А пока акула из отряда самоубийц. Из фильма. Вот именно из фильма, потому что, если я не ошибаюсь, поправьте меня, в комиксах была другая. Акула-молот. Хотя вроде до нее тоже была обычная, потом ее перерисовывали. В общем, точно этого я не помню. У меня из фильма. Посмотрел я этот фильм. Прикольный, кстати. Жрал этот тип людей, я скажу вам нещадно. Ну вот, мне прям этот тип понравился. Нануне зовут, кстати, этого гавайца. Король акул. Нануне. Это вам кратенькая история. Жрал этот тип людей нещадно, направо и налево. Потом был пойман. Но потом ему помогли бежать. В общем, такая у него длинная там история была. Его ловили. Следовала потом опять череда поеданий всех человеков направо и налево. Прогулки до матушки. Сражался с суперчеловеком. И тому подобные непотребства. Ловили его там бесчетное количество раз, насколько я понял. Ну и так далее. Рассказывать я не буду. Суть такая. Да, кстати, в Бэтмене он вроде появлялся. Но я так понял, в мультике, не в фильме. Потому что я вряд ли бы это пропустил. Ну и сериальчик еще есть, кстати, где он появлялся. «Флэш» называется. Я тут своим корявым языком попытался изложить суть этого фильма. Про этого людоеда, кто не в курсе. Ну а кому интересно подробности, можете посмотреть, есть на других каналах. Инфа поподробней. Ну что, к лепке теперь. Не суть важно, какой он там был. Мне понравился этот, что из фильма, в общем. Начинаю я лепку снизу. Так удобнее в работе. Саму фигурку я держу при помощи такого самодельного держателя с трубциным. Кому интересно, как я его несложно сделал, сверху закреплю ссылочку на видео. Ноги готовы, теперь я одеваю ему гавайские шорты из заранее раскатанных кусочков пластики тонких. Складочки отдельно делаю ему. Кстати, крутые у него шорты. Я даже хотел его поискать в продаже. Полазил, но что-то ничего толкового не нашел. Какие-то для этих вечеринок всяких, как это называется? Для костюмов, в общем. Настоящих шорт я не нашел. Купил бы обязательно. Ну, нет и нет. К черту шорты, вернемся к лепке. Посередине я сделал складки. На ногах их не должно быть. У него там такие довольно крупные ноги. И шорты там плотно прилегают. А вот посередине ничего нет. Хотя не, ну там есть, конечно, что-то. Я думаю, наверное, а может и нет. Это не точно. В общем, и ширина дает нам... Ширинка, то есть. И ширинка дает также нам складку. Что по габаритам? Так. Вроде все совпадает. Что я дальше придумал, пока лепил? Придумал я ему сделать вращающиеся руки. Что-то подобное я уже делал как-то раз. Примерно. Поэтому принцип, в общем, был понятен. Беру два мебельных винта и прикручиваю симметрично с каждой стороны.
На них потом прикреплю ручки, соответственно. Сразу закрепляю это сооружение пластикой. И теперь запекаю то, что уже готово. Вот, что готово, то готово. Тут, где закрепил, все у нас зафиксировалось. Глина застыла. Ну и дальше создаю тело нашей акулы. Леплю ему пузо. Глины придется на этот живот, конечно, немало его потратить. Сиськи теперь пришпандориваю. Ой, то есть, грудь. Грудные мышцы. Голову также с плавником. В общем, сразу все, кроме рук, я делаю, чтобы понимать габариты, чтобы было все ровно. Если что-то где-то убрать, можно было бы. Пасть будет открыта, конечно. Там будет зубов куча, придется повозиться, я чувствую. Кстати, в итоге мне не хватило глубины его глотки. И пришлось мне все это дело разбирать, всю эту глину и срезать часть киндера и проволоки. В видео я не стал выставлять все это непотребство. Тут у меня типа все норм, все идет по плану, все просчитано. А на самом деле фиаско, братан. Ну что, бывает, разобрал, я потом опять собрал все это дело. Точно так же. Главный результат. Отверстие на голове, которые есть, обозначаю. Это глаза у нас, нос, жабры. В отверстие глаза вставляем. И пошли в ход зубы. Муторная началась эта канитель с зубами. Вставляем и чуть их загибаю внутрь. То есть каждый ряд должен больше заваливаться и как будто ложиться горизонтально. Каждый следующий ряд, который идет глубже в глотку. Вот эти передние зубы больше, сюда вставляются, вперед. Форма зуба треугольная с чуть вдавленными краями к центру. Такая вытянутая немного. Теперь остались ручки, наши руки. Делаю каркас для них. Из фольги такую вот прокладочку, чтобы рука не приклеилась к нашему телу. Да, я же не сказал. Я не сказал, что я тем временем уже запек и тело само. То есть, все кроме рук. То, что уже готово. Иначе бы руки, когда я их стал сейчас делать, они бы могли приклеиться. И вообще, чтобы не повредить его в работе, чтобы уже была готовая часть, чтобы дальше я не смог ее случайно повредить. Раскрашиваю ему, точнее, располагаю мускулатуру, дельты, банки, мощные предплечья. Все разглаживаю, придаю форму. Сначала пластиковым стеком, больно он мне нравится. А потом такой лопаточкой. Иногда этот стек помогает здорово. Рука готова. Теперь пальцы. Сначала я перепонку сделаю, такую пластину, а сверху уже бананы. То есть пальцы, бананы. Все разглаживаю. И внутри ладонь точно так же. Там у нас такие подушечки уже сделаны. Дальше я задумал сделать в руке куклу. Кто смотрел фильм, вспомнит, у него там в одном фрагменте была сделана игрушка из куска взрывчатки. Пластилина такого. Вот я ее и решил сделать. Сначала из проволоки каркас тоненькой.
Этот каркас будет торчать 2 куска из пластилина и обозначать 2 детонатора. То есть эта проволока будет в виде детонаторов получится. Они металлические как раз. 2 ноги у нашей куклы. 1 и 2. Потом прикрепляю проволоку для рук и слеплю нехитрую или хитрую физиономию. Теперь провода синий и красный. 2 куска пластик я замотаю как в виде проводов. Это будут руки. Готово. Да, и сверху у него на голове, кстати, что-то вроде схемы. Я так понимаю, это туда идет сигнал на взрыв. Такая черненькая, похоже, как будто шляпа у него. Вот так вот. Руки я еще раз облагорожу. Сделаю костяшки ему, то есть суставы на пальцах. Все, у нас она вот ходит. Такая амплитуда не сильно большая, но нормально двигается. Пойдет. Мне не нужно, чтобы она сильно держалась. Это чтобы как бы он показывал в руке своей левой, что он держит взрывчатку. Игрушку нашу. Хвала небесам, дальше красим. Как же долго я его делал, караул просто. Какие-то постоянные проблемы у меня с ним начинались. То там, то сям переделывал что-то. Начинал, кстати, я довольно неплохо, бодро. А почему бодро? Потому что я болел. Да, я болел там, кстати, когда начинал его делать. Захворал этой короной год назад. И там дня 3 я валялся первые. Вообще беда. Лежал, приунывал. В целом болел 3 недели примерно. Ну и вот когда более-менее стало полегче, я стал его лепить, делать нечего. Было не огонь, в общем, в плане болезни. Но зато лепил такого чудного типа. Тут я уже ему подставочку делаю. Предпоследний шаг в лепке. Подставка с надписью. И еще кое-чем. Та-дань, 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 та-дань. Это его дружочки, можно так сказать. Кореша. Опять-таки, кто помнит фильм, там были такие друзья, которые в итоге совсем не друзья оказались. Такая там была в фильме сценка, мимими-сценка, встреча его с этими ребятками. Я так и не понял, кстати, что это за создания такие. Там было такое вообще? То есть, откуда они взялись, появились, не помню. Кто знает, напишите. Ладно, в общем, такие ребята были. Супер гениальный способ, как сделать ровно надпись. Следим за руками. Да уж. Смотрите, как шортики прикольно у него вышли. Я про рисунок, в смысле. Если честно, думал, плохо получится. Это я каждую вот эту вот полосочку вырисовывал. Прикиньте, запара, да. Сейчас покрываю лаком. Завершающий этап лепки этого очень долгого видосика. Я мешаю эпоксидную смолу. Это будет вода в нашей фигурке композиции. Добавляю краситель ультрамарин. То есть цвет такой будет морской волны. Все это дело перемешиваю четенько, все точно на весах. И заливаем. Та-дам, 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 та-дам.
руки, бомбам двигаются, все норм. Все отлично. С момента выхода прошло, кстати, прилично довольно времени. И с руками все норм, могу сказать. Отлично все работает, ничего не развалилось. Да, я ему еще всяких шрамов добавил. Всего бедного изрезал. Он там же откуда только не падал. По комиксу, кстати, у него какая-то там невероятная была крепкая кожа. В общем, весь в царапинах. Подкладочка внизу. У нас на подставке мягонькая. Водичка здесь. Его братва вся тоже тут. И водичка, и братва. Ну что, заканчиваю видосик. Вопросики есть, пишите. Рад был снова выложить видео наконец-то. А кому интересна фигурка, пишите. Ссылочку внизу прикреплю на Авито. Ну и всем пока-пока. Увидимся, до новых встреч.